Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно. Юрий Анатольевич, начать наш разговор я хотел бы с ситуации вокруг Старобельска. Она обрастает очень интересными подробностями уже после Совета Безопасности ООН, где британцы, еще ряд стран, ну и Украина, понятно, говорят, вот, мол, не верифицировано, непонятно, кто куда бил. И вообще невозможно в Старобельске там находиться международным независимым наблюдателем. Подсуетились быстро и вообще эту тему достаточно серьезно взяли на штык информационный с российской стороны и сказали, что, смотрите, там BBC, CNN, кто-то в отпуске, кто-то бог еще знает где, всех зовем, всем показываем. Плюс приходит сообщение, что завалы, которые разбирают, тоже атакуются. Ну вот Старобельск атакуется. Является ли это каким-то моментом, ну не то что переломным, а вот именно точкой, от которой мы можем вести отсчет другой войны? Да, ведь от российского руководства россияне требуют вести войну по-другому. Да, дух Анкориджа то ли жив, то ли не жив, то ли есть, то ли нет. Сменил его дух Пекина или не сменил, тоже непонятно. И вообще, то есть вот это событие, как вы оцените с военной и политической точки зрения? Вообще, вы правы. Я с вами могу согласиться, Александр, что это некий перелом, но перелом не военный, а перелом психологический, сознание людей. Уже всем понятно абсолютно, что современная война, война 21 века, это иная война. И я скажу больше, в Российской Федерации и военные эксперты, многие, очень осторожно. И многие военкоры, журналисты говорят о том, что современная война ядерным государством, которым считается по праву Россия, она так не ведется. Понятное дело, что сегодня акцент сместился в сторону научно-технических достижений. А акцент сместился на то, что якобы в современной войне человек не может участвовать, а техника сама работает, добивает врага. Нет, нет, нет и нет. И самое основное, я хочу сказать, в упрек многим дилетантам, которые рассуждают на эту тему, военную тему, больше занимаясь пропагандой. Пропаганда – хорошее слово, я уже об этом говорил. Так вот, они, занимаясь пропагандой, абсолютно не понимают, что победа достигается в том случае, когда солдат, рядовой солдат той или иной стороны ступает на землю противника. Так было много-много веков, сотни лет, и даже в наше время, в 21 веке, пока солдат не ступил на землю противника, ни о какой победе дронов, там еще чего-то, речи быть не может. Да, это нарушать может логистику, это может выбивать живую силу противника, но никак не может победить ядерное, экономически достаточное и своими ресурсами, и ростом экономики, и состоянием экономики государства. Что же касается Старобельска, даю очень краткую оценку тому, что произошло. Это испытание новых систем, беспилотных систем украинской армии. На эти испытания дал лично добро Зеленский бить 16 в первую же ночь, в первое же утро, 16 новыми беспилотниками самолетного типа по любому зданию. Неважно, какое это здание. Имеет оно военное значение, не имеет оно военное значение. Важен результат для Зеленского был. Горы трупов. Ну, это как для американцев, да, та же школа девочек в Иране, по которой они ударили. Но здесь есть одно общее. Сейчас пытаются, вот те же даже кустарно сделанные способом украинские беспилотники, как говорят, гаражно-подвального типа,
оснастить искусственным интеллектом. На беспилотники «Матки», которые уже носят неуправляемые ракеты, это я говорю об Украине, уже сверху цепляют старлинки, антенны Starlink, для того, чтобы вести групповую операцию по нанесению удара. Нечто подобное было испытано в Старобельске. Это новое, это правильно вы сказали, это новая эра ведения беспилотной войны. Поэтому такие большие жертвы. На сегодня 12 детей уже. 12 детей, которые погибли. Сейчас продолжаются вот эти расчистки завалов этого здания. И я думаю, что количество жертв увеличится. Что касается того, что заявил Владимир Путин, верховный главнокомандующий вооруженных сил России, сейчас все замерли, в том числе и в Киеве, потому что Путин отдал приказ нанести удар возмездия. Когда он состоится, чем этот удар будет нанесен, пока что неизвестно. Но опять же, обращаюсь к мнению многих экспертов, прежде всего российских. Они говорят, что шутка вот с этой победоносной войной на Украине слишком затянулась. И эту шутку, кстати, в самом начале развили британцы, а не россияне. Взятие Украины за 3 дня. Многие на Украине этим козыряют, не понимая сути вопроса. И как это все развивалось. А многие даже и забыли уже. Поэтому я тоже с содроганием ожидаю то, что может произойти. А самое страшное, что меня волнует и возмущает вот, в самих украинцах. Ведь эти дети в Старобельске, это же бывшие граждане Украины. Их родители бывшие граждане Украины. Вы подумайте своим черепом, почему можно только страдать и лить слезы по детям, убитым в Киеве, скажем, или в Житомире, а этих детей вам не жалко? Почему вот эта общественность, да, антивоенная, которая существует, да, и проклинает, кстати, Зеленского, она поступает именно так? Вот она ни грамма нигде не высказывает свое мнение, очевидно, опасаясь за последствия, о том, что произошло в этой Луганской области. И это меня больше всего возмущает. Мы разделили граждан Украины давным-давно, еще при Ющенко, на плохих и хороших. И эта хрень, простите меня за выражение, до сегодняшнего дня работает. Уже прошло, я не знаю, больше 12 лет. А оно работает. Вот как вбито в голову украинцам, что были хорошие украинцы и были плохие украинцы. И есть теперь такие. Вопрос о том, является ли Украина нацистским государством в этом отношении, и какую идеологию оно все это время проводило, особенно против Востока Украины, он выплывает сам собой. Украина не просто нацистское государство, а с профашистским режимом. Вот еще раз говорю, не поленитесь, кто интересуется этим вопросом. Возьмите историю Второй мировой войны, 30-е даже годы, до Второй мировой войны. Как формировался фашизм в Европе? Сколько было государств там? Ведь это была, скажем, идеология нового типа до начала Второй мировой войны. Почему так все вздымали в салюте солнца, приветствуя нацистских и фашистских лидеров? Потому что не было еще понятия того, что этот режим, что этот строй, что эта идеология может принести в будущем. И Украина, кстати, не научилась этим урокам. Зато она будет получать очень хорошие ковришки от результатов правления подобных Зеленскому, Порошенко, Турчинову, ну и так далее. О каких ковришках вы говорите? Он сегодня в Киеве, митинг, представляете? Военное положение, митинги запрещены. Знаете, против чего протестуют? Молодежь, да?
которая там год назад противостояла там вот этому поползновению на Набу и САП с картонками, а сегодня они протестуют против мигрантов. Ну, то есть Майдан, мигранты, геть с Украины, мигрант некрасивый, как Верка Сердючка пела, перефразировали. Ну, то есть, вот вы говорите ковришки, так а что получили? Ну вот смотрите, Палантир, испытания, территория Украины, Старобельск, это же Украина вроде как, да? Ну то есть давайте тоже. Ну так, Чисто теоретически, ну, бывшая Украина. Нет, ну да. подождите, ну в Конституции Украины это Украина. Ну, то есть... Хорошо, скажите, а какое нынешняя власть имеет влияние на эту территорию? Нет, Ну, в каком подождите. отношении? Ну, В хорошо. Конституции у В нас написано, что Подождите. В Украина Конституции... будет членом НАТО. В Там Конституции много России чего написано. что Я Херсон говорю о это реальных Россия. вещах, Александр. Какое влияние имеет Украина на Луганскую бывшую область? Какое Никакого. влияние имеет Украина на город Херсон, имеет Россия на город Херсон, который вписан в Конституцию? Понимаете, ну, война идет. Но как бы идет уничтожение и с одной, и с другой стороны, понимаете? И тут я просто к чему? Я как бы поддерживаю ваш тезис по поводу людей. То есть тут же вопрос о людях, и война-то ведется, получается, против своих людей, своими же людьми. И когда вот приходят чужие люди, представляете, даже в военное положение можно митинговать, а вы говорите о ковришках. Ковришки Ну так получают подождите, кто? а вот эти граждане Украины, о которых вы говорите, в Херсоне, кстати, не полностью в Херсонской области, в Луганской Народной Республике, они какие имеют паспорта сегодня в кармане? Они далеко уже не украинские паспорта имеют. Их достала эта власть. Их достали эти революции. Надо говорить о сознании людей, которое изменилось в этих регионах. Вот что самое главное. И я настаиваю, это бывшие граждане Украины. Я же об этом сказал. Я же не сказал в настоящем времени. Этих людей все достало. И в том числе это затяжная война. В Луганской области она уже идет ого-го. Я даже не хочу сроки напоминать. Каждый об этом знает. С 2014 года. Понимаете? Поэтому говорить о том, что какие ковришки, вот они ковришки. И чем больше будет длиться отторжение украинских территорий, да, то тем больше будет гражданин Украины, любой гражданин Украины, тяготеть к стабильному государству, а не к государству на куриных ногах, представляющие колосс какой-то. А вести войну в долгую Украина не сможет. Почему? Самое основное здесь, и в том числе вот то, что Европа стала таким мощным всеобщим тылом Украины. Ведь всему наступает конец. Бесконечные кредиты, вливания финансовые, они чувствуются самими гражданами Украины, которые находятся еще на этой территории. Это все граждане понимают, потому что нельзя получать пенсии, социальные пособия у государства, причем регулярно получать, которое не обладает своим финансовым потенциалом, у которого нет бюджета своего, у которого нет своей экономики. Воевать чужим оружием можно. Комплектующие идут для дронов просто рекой. И я вчера действительно промониторил ситуацию, пообщался с мне очень хорошо известными людьми. Они сказали, что сегодня ставка Украины на производство дронов колоссальная. Это уже миллионы штук в год. Хотя еще вчера буквально, ну это я так условно говорю, Украина там производила от силы в год 100-200 тысяч. Речь идет сегодня о миллионах. И перелом в войне в этой, и перелом в сознании, подчеркиваю, украинцев должен быть тогда, когда, решив сломить нацистский режим, Россия перейдет к другим, каким-то более радикальным мерам, а не только к демонстрации и тренировкам ядерного оружия совместно с Республикой Беларусь. Война – это уже
данность и для Украины, и для России, и для Беларуси, кстати. Ведь Зеленский сегодня говорит о провокациях, военных провокациях на территории Беларуси. Он абсолютно это уверенно заявляет, причем это будет сделано Украиной со стороны Прибалтики. Что там творится сегодня? Там почти каждый день появляются украинские беспилотники. И тоже, кстати, это своего рода тренировки, испытания того нового оружия, которое пытается произвести Украина. Это не носит какой-то системный характер. Это от случая к случаю, но это есть. И оно развивается. Вот в чем дело. Украина и Беларусь повоюют? Ну, почему раньше мы не верили в то, что боевые действия начнутся между Украиной и Россией? А Беларусь что, находится где-то на Аляске? Нет. Беларусь, вот она рядом. Александр Лукашенко, если вы заметили, в корне изменил свое мнение по поводу событий на Украине. Если раньше Александр Григорьевич тяготел все-таки к переговорам, слово «переговоры» у него не сходило с языка. Он постоянно об этом говорил, представлял площадку для минских переговорщиков и даже нормандских переговорщиков. Но результата-то никакого нет. Все закончилось войной, хотя должно было закончиться миром даже в том же 2022 году, когда первая встреча состоялась в Минске. Даже в тот период времени потом перенесли в Стамбул. Чему, кстати, президент Лукашенко был иронично и крайне недоволен. Вот. Поэтому я не исключаю того, что в ближайшем будущем, и это не исключает и белорусское руководство, что война может перекинуться на белорусскую территорию, и открытие второго фронта для Украины будет как раз именно с севера. Я этого не исключаю. Я не прогнозирую это, но я еще раз говорю, судя по тому, что происходит, по тем событиям, которые происходят, и в самой, кстати, Беларуси, там говорят о том, что, там откровенно говорят о том, что Беларусь должна держать порох сухим, и если у нее есть, как говорит Александр Лукашенко, уже ракеты «Искандер», о которых он долго мечтал, это его прямая речь, иметь такую машину, как он сказал, то я думаю, что Беларусь не зря вооружается, потому что понимает, что провокации с Прибалтики – это будут не литовские или латышские провокации, это будут украинские провокации. А раз так, удар возмездия по Украине совместно с российскими войсками, которые расквартированы на территории Беларуси, может быть и с севера для Украины. Удар, что вы вкладываете в это? Чего ожидать? Сейчас вот Зеленский катается по северу Украины, там проезжает приграничные громады и говорит, что мы способны отразить, да, в состоянии отразить там и даже нанести... Мотивирует, да. И даже нанести превентивный удар. Один из сегодня разошелся в интернете руководителей местных, вышел и сказал, мы готовимся, там, Вышгородский район, готовимся к круговой обороне населенного пункта. Круговой обороне? Так мы же способны защитить. То есть идет прямое, собственно, противоречие действиям, словам и заявлениям. Понимают ли власти украинские, да, номинальные, куда они лезут? Ведь поджог севера обернется, ну, абсолютно, ну, и Беларусь имеется в виду вступление в войну, обернется не то, что там кровопролитием, а прям, ну, фиаско для вот того характера войны, в котором наступил перелом, о чем мы говорили выше. В результате вот подобных допустимых, я подчеркиваю, военных операций Украины против Белоруссии, провокационных операций, я считаю, если на Украине возникнет такая бредовая идея, а она уже озвучивается Зеленским, и не дай бог начнут гибнуть
в результате этих дроновых украинских ударов граждане Беларуси, ну, Александр Григорьевич, очевидно, проявит свой характер. А мы знаем его характер. Когда была попытка госпереворота в Минске, как он себя повел? Крайне решительно. Вот. Поэтому я не могу сказать, что по этому поводу чувствует сам Зеленский. Он абсолютно отрешен от того понимания, что он затеял. Но он прекрасно знает, что чем жестче будет положение Украины, чем больше будет разгораться этот пожар на Украине, когда, как я уже сказал, и север запылает Украины, это для него благо, потому что Запад отдаст последнюю рубашку, чтобы помочь ему, скажем так, как помогает сейчас, считая, что действительно Украина является тем форпостом обороны Европы против России. Но я не исключаю и того, что засветив все вот эти предприятия, производящие и комплектующие, и сами дроны для Украины, впоследствии не накроет какой-то удар возмездия. Даже с той же Беларуси. Я еще раз повторяю, Лукашенко гораздо более критичен и опасен для Украины, чем Владимир Путин. Это кардинальное отличие их. И есть такие средства у Беларуси, у белорусской армии под командованием генерал-лейтенанта Хренина, что Лукашенко может отдать самостоятельный приказ, не советуясь с Владимиром Путиным. Я имею в виду прежде всего конвенциональное оружие. Естественно, никто не собирается применять ядерку. Когда многие считают, что ядерное оружие – это все-таки способ устрашения, и оно никогда не будет применено. Но вы забыли о Хиросиме и Нагасаки. Это именно тот способ устрашения, которым Соединенные Штаты напугали Японию. Хотя она уже к тому времени вместе со своей квантунской миллионной армией клонилась к закату. Но решение такое американским президентом Труманом было принято. Опять же, уроки истории, ребята. Ну, так, а вы Изучайте понимаете, их. что такое ощущение, тут так складывается ситуация, что такое ощущение, что никто ничего не боится. У нас же там есть куча, скажем так, уже людей, До которые... поры до времени. Не, ну, которые говорят, так, а что там, ты подумаешь, ядерное оружие, ну и что? Ну, куда его применять по Украине? Ну, вообще. И что это решит на фронте, и что это решит еще где-то? То есть, мол, бесполезная история. Одни говорят, что оно ржавое, никуда не летит, ничего не взрывается, другие говорят, что оно ничего не принесет. С военной точки зрения, вот, ну, вот устрашение, как это, неустрашимого, бесшабашного, и по заявлениям Юлии Мендель, ну, это устрашение может пройти после 15 минут в ванной комнате. Ну, Юлия Мендель – это крупный специалист в области ведения войны. Вы знаете, я советовал бы в кавычках Ну, прислушиваться к ней все больше и больше. нет, ну она крупный специалист, потому что она очень много находилась рядом с Зеленским. Да, причем очень близко рядом, я бы так сказал. Вот. И мне вообще не хочется даже упоминать это имя, потому что абсолютно человек случайный, как и случайный сам Зеленский в этой политике украинской. Вот. А случайность роковая для Украины, между прочим. Поэтому то, что говорит его пресс-секретутка, для меня очень ни на что не влияет абсолютно. Это своего рода был пиар перед Такером Карлсоном. Ну, вот они, когда уже теряют, так сказать, свое положение, свою значимость во власти, они не могут с этим примириться до конца жизни. Ну, как это так с ними произошло? Ну, как? Вот возьмите любого из бывшего окружения Зеленского, которых он уволил. Ведь они же были преданы ему до мозга кости. Они лизали его, вылизывали во все места. Вот. И теперь же они объединились в единый лагерь, да, чтобы засадить того же Ермака. Это же, кстати, не просто НАБУ работает, да, это работает то его бывшее окружение,
которое разделено тоже на несколько групп в Украине. И та же Мендель тоже тесно сотрудничает с НАБУ, с САП, для того, чтобы помочь им разоблачать окружение близких людей к Зеленскому сейчас. Ничего нового. Обычная конкурентная борьба, обычная борьба гадюк с жабами. Вот и все. Но все-таки о ядерном оружии. Да. Что оно решит? Ну, то есть такое ощущение складывается, что где-то со стороны Запада и выпрашивается вот такое решение российской стороны. И вот давайте тоже, если трезво посмотреть на происходящее, ведь по всем объективным показателям, да, война действительно не может продолжаться долго, потому что ну, в общем, Украина на исходе, она заканчивается. Финансово, экономически, по другим показателям. Миллионы дронов — это, конечно, прекрасно, но давайте честно, то есть тоже какие процессы происходят в Украине, это вот такой упадок, да, то есть сколько будет падать вопрос, но такой достаточно серьезный. И у длинной вот этой воли, о котором Мединский говорил в Стамбуле и, в общем-то, собственно, которую демонстрирует Россия, есть объяснение. Ровно так же, как и есть объяснение там, от ястребов российских, что давайте лупить ядеркой, давайте бить по Лондону, давайте бить по Берлину и так далее, и так далее. То есть мы сейчас, если отрешиться от всех эмоций, мы сейчас видим, ну, как бы два подхода к тому, что происходит. Один тяжелый, длинный, муторный, с ущербами. Другой кажется быстрый, но к нему тянут. Если тебя тянут в этот капкан, то, наверное, как бы просчитывается и следующий шаг. Какой? Я отвечу на ваш скепсис в отношении ядерного оружия. Ядерное оружие вообще-то создавалось с одной целью. Ну, опять же, если помнить историю или хотя бы освежить в памяти то, что было. Оно начало разрабатываться в начале прошлого века. И было целью, прежде всего, не завоевать государство, а их морально подавить, морально уничтожить. Александр, ядерное оружие не дает никому преимущества в плане завоевания территорий. Оно дает преимущество морально-психологическое. И эта история уже продемонстрировала. Скажите, почему сегодня в Польше президент Навроцкий говорит о том, что Польша должна иметь ядерное оружие? А? Хотя она к этому абсолютно не способна, ни экономически, ни финансово, ни в научном потенциале. Поляки говорят о том, что они хотели бы иметь ядерное оружие. Я не говорю о других уже государствах той же Европы. Ступ об этом говорит президент Финляндии. Финляндия, которая воевала очень долго с Россией. И до Второй мировой, и после Второй мировой. Кстати, не надо забывать еще о том, что независимость Финляндия получила с указа и постановления Совнаркома, подписанного Владимиром Лениным. Потому что Финляндия была протекторатом Российской империи. Это так. Скажите, а почему Ким Чен Ын, его отец даже еще, даже его дед Ким Ир Сен, мечтали о создании ядерного оружия, когда Северную Корею просто блокировали, как говорил Владимир Путин, как в концлагере, замарывая людей голодом, не давая торговать ничем, ничего производить, не ввозить никакое сырье. Что дало Корейской Народно-Демократической Республике создание ядерного оружия? Неуязвимость. И как раз этот промежуток времени, когда появилось это у них ядерное оружие, дало им возможность экономически воспрять
восстановиться из пепла, уйти от голодного времени, дать понять даже тем же Соединенным Штатам времени, что шутки с Ким Чен Ыном сегодня плохи. Вот что дает ядерное оружие. Но никак не завоевание чьей-то территории, а тем более территории Украины, которая не просто там где-то за океаном, она же вот рядом. Нам Чернобыль что, ни о чем не сказал? Нам Чернобыль подсказал, что в людях возникает панический страх при упоминании только слова «радиация». А все эти догмы, о которых вы говорите, бахнуть по Лондону, там еще куда-то, ну, это говорится в первую очередь, надо же понимать контекст этих посланий, этих выражений. Это очень важно. Главная канва того, к чему это сказано. А сказано это прежде всего к тому, что те, кто призывают уничтожить Россию, они, несомненно, нарываются на ответные шаги со стороны России. Вот в каком контексте это сказано. Мгм. Как оцените ситуацию на фронте? Сейчас много противоречивых данных идет, да, и, в общем-то, вот эти деревеньки и села Угу. как бы ими жонглируют, да, там, стороны. Например, там Украина, да, вот говорит, вот мы там освободили 2 села в Великобурлуцком направлении, в Харьковской области, вот Степногорск, ГУР провели операцию, вот идет какое-то движение вперед. Но ровно проходит пару там дней, и мы видим сообщение с другой стороны, что в этих же направлениях есть продвижение, ну, не там же, а где-то рядышком, по тем же направлениям у другой стороны. Есть ли перспективы, что война, а ведь затянулась, все-таки уже и потеплело, уже и, да, то есть как бы уже весенняя, летняя, уже летняя кампания. Война этой летней кампании как-то вот нам будет двигать этот фронт. И в каком направлении? Сейчас очень много размышлений пошло. Вот сегодня сообщили о том, что там дорога над Жанкой перекрыта, поезда не ходят, и вообще как бы есть сообщение о том, что давайте убирать гражданские фуры из сухопутного коридора, потому что, опять-таки, дроны, да. Насколько это как бы влияние дроновое, да, меняет историю на земле, в окопе, как бы сапогом на земле, о чем вы говорили выше? Опять же, как историк, хочу перевести вас в исторические параллели. Те, которые были 80 лет назад, в эти дни. Чем Красная Армия и главное руководство, государственное руководство, ставка Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным ошеломила гитлеровскую Германию на территории Беларуси, Александр. Опять же, вот, понимаете, я как-то просто мистическим образом чувствую влияние истории, которые просто такие воспроизводятся в сегодняшнем дне. Операция «Багратион», прекрасно разработанная Константином Константиновичем Рокоссовским и Генеральным штабом Красной Армии. Прекрасно разработанная. Немцы ожидали удара, контрудара со стороны России, кстати, как немцы ее называли. Им без разницы было, что такое там Украинская ССР, Белорусская ССР, вот, там Кавказ и так далее, где они, кстати, тоже достигли определенных целей. Они называли всех русскими. И вот они ждали со стороны России удара именно с Северной Украины, где были скоплены по тем временам 4 танковые армии советской армии. Но, скрытно перебросив резервы в Беларусь, операция «Багратион» поразила немцев внезапностью. То есть, это не просто ошеломило немцев, оно их тоже морально подавило.
Это же и повторилось при штурме Берлина. Там тоже не ожидали, с какой стороны будет нанесен решительный удар. То ли с Померании, то ли с севера, где уже высадились англо-американские войска через Ла-Манш. Никто не знал в Германии, в Берлине, в ставке Гитлера, где и когда будет развиваться просто-таки утверждающий успех. Поэтому сегодня то, что происходит на фронте, я уже к нашим баранам возвращаюсь, меня категорически не устраивает. Категорически. Вы правильно сказали, что вот эта затянувшаяся бодяга с этим взятием этих деревенек, станиц и так далее и тому подобное, она ни к чему не приводит. Здесь очень важно, говоря путинским языком, показать результат. Вот сегодня результата нет ни у Украины, ни у России. Я имею в виду результата, исторического результата, в связи с теми заявленными требованиями, которые сделали лидеры этих государств. В Европе тоже нет никакого результата в отношении борьбы с Россией. Нет, абсолютно. Вот, разорванная в клочьях экономика и так далее, это уже в прошлом. Даже мемы уже какие-то устарели в западной пропаганде, в той же Financial Times против России. Они устарели, они не работают. Поэтому в России, в Кремле, я уже об этом как-то упоминал, вокруг Путина сегодня находятся люди, которые сподвигают его на какие-то конкретные планы. Я даже могу себе предположить, опять же, я не пророк, не собираюсь этим заниматься. Вокруг Путина есть один человек, рядом с ним, который очень редко появляется в объективах телекамер. Очень редко. И я думаю, что это будущий руководитель российского государства. Да, О это ком вы? бывший генерал. Я не буду называть его имя. Очень известный, но неизвестный, так скажем, западной общественности, западным политикам и западным журналистам. И вот такие люди как раз говорят Путину, что в бирюльки-то уже надо прекращать играть. Во-первых, действительно, положение России с вот этими змеиными укусами становится все более критичным. Критичным становится положение России. Оно не является критичным, скажем, в целом на мощи российского государства, но с точки зрения, опять же, подавления воли граждан Российской Федерации, это играет серьезную роль. Я бы не стал отбрасывать эту тему, скажем так, на второй разряд, даже третий. Россияне, особенно вот в Белгородской области, Курской области, да, они мотивированы, но им тоже это надоело. Когда они видят, что нет надежного щита, вот противоборство щита и меча сегодня, оно явно в преимуществе к мечу. И россияне сегодня очень плотно работают не только над защитой своих границ и на севере, и на востоке России, но они еще, я думаю, задумываются над тем, когда же будет нанесен вот этот ошеломляющий удар по Украине, а может быть, кстати, и по Европе. Я не исключаю этого. Потому что развивающиеся события, да, особенно в тылу российском, говорят о том, что удары становятся более точными по российским НПЗ, по тем же гражданским объектам, где гибнут дети и мирные граждане. И мне кажется, что в России наконец выйдут на то единственно правильное решение, которое сможет прекратить с развитием дроновой индустрии, переломить ход событий. Юрий Анатольевич, вот вы говорите цели, задачи. Ну вот смотрите. Привезли кости Мельника. Ну, как военный историк. Что скажете об этом акте? И еще Коновальца там на очереди. А могут вообще всех выкопать в Европе и закопать в Украине.
много об этом рассуждали, как о там каком-то сектантстве, как о новом пантеоне героев Буданова. Буданов тоже говорит, что, к сожалению, пока только 80%, примерно такое количество вот этих отъявленных патриотов, всем остальным все равно, 80% говорят, да ну, я сбоку припеку. И эту ситуацию пытаются костями прикрыть, но возникает главный вопрос, для чего? Я не просто так упоминал митинг против мигрантов, там же очень интересные лозунги на картонках. Да, за белую Украину. Ну, вот тут так формулируют, понимаете? За белую Украину. И вот люди, которые с картонками, молодые люди, которые ни хрена не знают про Великую Отечественную войну, ну, честно давайте будем, ну, что там, ну, уже все. Да, им привозят кости какого-то героя, говорят, это герой, вот, Зеленский, Верещук речь толкает, вот с женой вместе привезли из Люксембургского кладбища в украинское. И они вот, в принципе, готовы, да, готовы к продолжению свистопляски. Еще и Коновальца хотят выкопать Да. в Голландии. Понимаете? Я просто к Вот. чему? Ну, денацификация провалена, понимаете? Да. Но я вам скажу, что не надо в этом, так сказать, четко понимать, что нацификация провалена. Это как раз узаконивание нацификации. Перезахоронение этих негодяев – это узаканивание нацификации. А Зеленский же не может сказать, выйти на трибуну в Брюсселе, мы нацистское государство. Тут ему сказать, ты что, дурак, что ли? Вот. Мы же такие все-таки европейцы. Мы боролись с нацизмом, хотя они его породили. И как и породили две мировые войны. Европейцы. Поэтому это узаканивание нацификации. И потом вторая очень важная вещь, историческая, о которой тоже не надо забывать. А почему Бандеру не хотят выкопать в Мюнхене на кладбище и перевезти в Украину? А потому что спустя столько времени, 90 лет прошло уже, а мельниковцы и бандеровцы – это два враждующих крыла в ОУН. До сегодняшнего дня они поливают дерьмом друг друга в Канаде. Вот эти старые столетние деды, да, они до сих пор ненавидят друг друга. Потому что мельниковцы были более такими философствующими националистами, понимаете? А бандеровцы – это типичные террористы с фашистской идеологией. Поэтому даже в этом вопросе Зеленский с вот этой самой диаспорой зарубежной украинской не находит понимания в общем вопросе. Им не дают возможности примириться. Сами же и бандеровцы, и мельниковцы. Ну и нельзя забывать то, что почему все-таки я и многие другие люди нормальные, адекватные, знающие, кстати, историю создания ОУН еще в 20-е годы. Почему возникла вот эта СУКС? Это Хайль. Просто на манер украинский. Вот, на западноукраинский манер. Приветствие. И я поражаюсь тому, что многие по-прежнему верят в то, что эти два негодяя, эти два ублюдка, Мельник и Бандера, именно были посажены в лагерь Заксенхаузен за то, что они боролись за независимость Украины. Вот заставляя верить в этот бред, не имея достаточной информации о том, почему это случилось, потому что Мельник вначале написал донос на Бандеру в гестапо, где его арестовали за терроризм и покушение на польского чиновника. Те, кто знает историю, знают на кого. Убийство польского чиновника с подвижниками Бандеры и под его личным руководством. А затем и Бандера настрочил кляузу на Мельника в гестапо, что он не хочет якобы быть в составе единого третьего тысячелетнего рейха.
Это формулировка Бандеры была. Но Мельника выпустили раньше с концлагеря. Он был нужен очень разведслужбам Третьего Рейха. И в том числе службе безопасности РСХА Германии. А Бандера вышел тоже чуть позже, спустя там 9 месяцев. И оба, что самое просто-таки вишенка на торте, получили немецкие паспорта. Спрашивается, ну, понятное дело, Бандера вообще никогда не жил на Украине. Он жил в Польше. Он не являлся никаким боком ни к украинскому сообществу, не понимал вообще национального духа подлинного украинского, если уж говорить этими терминологиями. Он поляк до мозга кости. И получил паспорт немецкий по фамилии Поппель. Кто знает немецкий, знает, что означает эта немецкая фамилия. Как такие же фамилии, как Вольф, Шварцкопф, ну и так далее. Унизительную фамилию дали немцы в паспорте Бандере. Поппель – это козявка, сопля. Вот каких героев сегодня чтит и пытается втюхать украинскому обществу Зеленский и до Зеленского. Вот эта вся шайка, лейка, дорвавшаяся до власти. Разве Порошенко не проводил подобную политику? А Ющенко – это вообще умора. То, что нес он и его братец Петр в историческом контексте создания и деятельности ОУН, вообще на голову не налазит. ОУН там чуть ли не по словам Ющенко являлась определяющей силой формирования Европы, как довоенной, так и послевоенной. Вот эти вот тоже живущие на дотациях Запада, сотрудничавшие с Абвером и СС, ОУН и УПА, вот они, оказывается, являлись определяющей силой во Второй мировой войне. А создание 4 украинских фронтов, даже я уже просто продолжаю рассуждение Ющенко, это как раз говорит о том, что Украина в освобождении своей территории играла ключевую роль. Правда, они не говорят о том, почему так были названы 4 украинских фронта, называя это якобы украинским присутствием в этих фронтах. Что такое фронт и какое количество людей там присутствует в любой воинской единице, они понятия не имеют. Потому что украинские фронта назывались так по стратегическому направлению, как и 3 белорусских, как и Карельский фронт, а не потому, что там воевали карело-финны, Ленинградский фронт, Дальневосточный фронт и другие фронты. Юрий Анатольевич, сегодня еще одна дата интересная. В 1938 году, 23 мая, вот этого коновальца, которого тоже хотят выкопать, в общем, со взрывчаткой в коробке конфет, убил Судоплатов. Ну, такой просто дата такая, так совпало, понимаете? Вы сегодня Да. У нас сегодня такой больше исторический эфир. Меня интересует главный вопрос, которым задаются многие. Ликвидация условно высшего политического руководства. Вот мы начинали сегодняшний разговор с Старобельска и реакции Путина. Теперь это не господин Зеленский, как выразился Путин недавно. Теперь это вот хунта, неонацисты и так далее. То есть риторика резко изменилась. И параллельно с этой меняющейся риторикой все ожидают, что изменятся определенные действия, и Россия начнет воевать как Иран. Ну, то есть бить по партнерам, бить в глубину, бить по логистике, то, чего от нее многие ждут. Будет ли это, ожидать ли этого? И самый, наверное, острый момент, да, всего происходящего. Станет ли война тотальной? Вот эта война. Вот мы так говорили, что переломный момент, война поменяется. Но как это отразится на практике?
непосредственно ведения боевых действий. А почему бы и нет? Вы вспомните историю и как решал вопрос Владимир Путин с руководством частной компании «Вагнер». А он его решил. А он его решил. Причем об этом даже уже никто не упоминает. Мне когда-то говорили, да, при еще живущих этих деятелях, поднявших восстание внутри России, вооруженное, имея тяжелую технику, авиацию, тяжелую технику и авиацию, послушайте, не только стрелковое оружие, сбившие 12 самолетов в период этого восстания, российских самолетов. Мне говорили, да ну, что ты, это такая заявленная сила, мощная сила, авторитетные лидеры. И Кремль боится того, чтобы принимать против них какие-то радикальные действия. А действия случились самые банальные. Самолет просто упал с руководством Вагнера. Как, что, почему? Никто не проводит и не проводил расследование. А почему вы считаете, ну, я не конкретно к вам говорю, а вообще, що, як то кажуть українською, терпець урветься, и это не может повториться с украинским руководством? Только когда мы об этом не можем знать и не должны. Поэтому все еще, так сказать, мы будем переживать, будем свидетелями того, что будет происходить. Но, понимаете, детское такое мнение Зеленского о том, что он неуязвим, что за ним стоят большие европейские и американские, кстати, тоже, пусть не сам Трамп, но бонзы в дипстейте, в Сенате, в Конгрессе. Это его ошибочное мнение. Причем такое детское ошибочное мнение. Знаете, как ребенок говорит о том, что я выйду босиком в период дождя и не замочу ноги. Когда идет на дворе дождь, готовься промочить ноги. Об этом Зеленский забыл. Вспомни, дорогой мой Володя, свое криворожское детство. Есть такое выражение. Это, по-моему, да, это оно принадлежит одному из украинских политологов, тоже достаточно известному медийному человеку, аналитиков, Дмитрию Джангирову, о том, что чего на рожу пенять, если рожа из Криворожья, понимаете? На зеркало пенять. Ну да, чего на зеркало пилять, если рожа из Криворожья, да, вот это. Криворожье, да. Это его. Это как раз в эту тему. Это его вот это вот выражение. Финальный вопрос нашего сегодняшнего разговора. Непростого разговора. События непростые, понимаете? Очень, очень тяжелые. Я вот... Понятно, что там сейчас все переживают, а что Иран, да? А что еще там, а как вот будет, не будет удар. А там показывают нам НЛО. Там Маск запустил самую большую такую, огромную такую ракету. Со второй попытки, да. Дур-машину, понимаете? То есть Да, события да. на самом деле, вот это очень важно. Вот мы как бы пытаемся понять и вписать в контекст, да, Украину, мировых событий. И оно не получается. Это как инородное тело, понимаете? Вот это вот то, что сейчас происходит. Штаты объявили, Рубио вчера сказал, но опять-таки дипломатическим языком, но все поняли, что Штаты уходят из переговоров до того, как события приобретут другую динамику. Ну, я так сократил его, чтобы полностью не цитировать. Ожидаемо, Юрий Анатольевич. Вы знаете, я еще напомню один случай, когда в 1979 году советское руководство приняло решение
о введении ограниченного контингента войск в Афганистане, и это переросло в настоящую войну, в очень мощное сопротивление разрозненных групп маджахедов. Я даже имена этих лидеров маджахедов помню на сегодняшний день. То говорили так: кого волнуют события в Афганистане, а тем более в Гондурасе. Вот, в сравнении, так сказать. Ну, я скажу так, Александр, что события действительно развиваются каким-то хаотичным образом. В этом мире сегодня нельзя ничего предсказывать. Я считаю, тот, кто предсказывает что-то в этом мире, это либо очень сведущий человек, такой, как, например, Владимир Жириновский, обладавший колоссальным образованием, интеллектом и интуицией, что немаловажно. И поэтому он был таким популярным политиком. И поэтому он был десятки лет кандидатом в президенты Российской Федерации. Так вот, сегодня ничего нельзя предсказывать. У меня лично нет такого интеллекта, как у Владимира Вольфовича Жириновского, я признаюсь сразу. Но я могу сказать, что я вчера, например, посмотрел хронику событий 1972 года. Я советую всем. YouTube имеет колоссальный архив по этому поводу. Прибытие с официальным визитом президента США Ричарда Никсона и его супруги Патриции в Москву с официальным визитом. Найдите в YouTube. Разница просто космическая, колоссальная между уровнем лидера американского того периода и нынешним уровнем американского лидера, где дипломатическая этика была возведена в высшую степень культа американских политиков. Посмотрите, как в этом фильме отражены подписанные документы между советским и американским руководством. Вы знаете, какой, Саша, там был подписан основополагающий документ? Сохранение атмосферы на земном шаре в незагрязненном состоянии. Это два мировых лидера решали, ядерных государств. И плюс ко всему, безусловно, звучал вопрос о разрядке международной напряженности. Сегодня таких вопросов даже не возникает. Работает, знаете что, вот такая ОПГшная бандитская практика в американском руководстве. Слова «сделка», «договорники», требования, условия из 15 пунктов. Вот так действует сегодня в мире. Вы посмотрите, как действуют в Европе европейские политики. Ну, там вообще непредсказуемо ничто. Да и личное умственное состояние европейских политиков желает лучшего. Я уже не говорю там о Кае Каллас, да, скажем, главе дипломатического ведомства Евросоюза. Но и возьмите даже ту же фон дер Ляйен. Этот человек, этого человека никто не избирал. Он возглавляет Евросоюз. На основании чего? Раньше в мире, вообще в мире, в Европе, понимание того, что, ну, скажем, в империях, в королевствах, это само собой разумеющееся, где король там своим распоряжением утверждает, назначает и так далее. Но я имел в виду демократические республики, государства европейские, без выборов ничего не должно было происходить. В то время Евросоюза не существовало. Я говорю о 70-х годах. Каждое государство избирало в соответствии с своей конституцией свое руководство. И опять же, культ, возьмите того же Жака Ширака, президента Франции. Вот я без трепета не могу говорить об этом человеке. Насколько он был элегантен во всем, не только в одежде. Насколько он был дипломатичен.
как он умел вести разговор с уважением даже к своим потенциальным противникам. Уважение – ключевое слово в нынешней международной политике. Возьмите того же Джулио Андреотти, итальянского президента. Он же ненавидел Горбачева. Просто ненавидел. Он писал об этом в своих мемуарах. И он говорил, что впоследствии, спустя 40 лет, 50 лет, Европа из-за Горбачева почувствует свое разрушение. Это писал этот итальянский политик. А он явно был не сторонник Советского Союза. Но он прекрасно понимал последствия разрушения Советского Союза, которое начал Горбачев. Поэтому, Александр, заключая наш с вами разговор, я скажу так, что мы живем в такой глобальной загадке. И эти загадки, это, скажем так, может быть, эта загадка может быть апокалипсисом для всей планеты. Со дня на день. В неизвестности живем, абсолютной. Потому что лидеры не отвечают за свои слова. Я имею в виду, прежде всего, западные лидеры. Кстати, на Востоке там более-менее все спокойно в этом плане. Я не беру там, скажем, Ким Чен Ына. Я беру тех же, например, японцев, вьетнамцев, индонезийцев, которые за каждое сказанное слово несут свою ответственность. Причем ответственность не пиарная такая, знаете, а фактическая потеря должности, извинения перед нацией, ну и так далее. Так вот, этого не хватает Западу, Большому Западу. И он ввергает сегодня мир в будущую глобальную, подчеркиваю, войну. Хотя она уже идет. Третья мировая. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего хорошего. Спасибо вам. Будьте мудрыми. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.